Sol ayrımına giriyoruz. Buradan daha soldan bize hiç vermediğiniz görüyorsunuz. Kenar. Чудеса паркинга. Граффити война. Меня заебало в эти горки ходить, конечно. Странно выглядеть вообще Дед Мороза, Санта-Клауса. Понятное дело, что здесь тоже есть зима и Новый год. Но мне кажется, что здесь время лета. Мультик перебивать плохо. Вон там Спейсер 2014 года, похоже. Написано, по крайней мере, 14. Если реально 2014 года висит, то круто. Ну а вот лучшее граффити. Местные смотрят на меня как на этого
для дебила, наверное, которые ходят, и мечети снимают, не все, а хожу просто граффити снимаю. На меня странно так все смотрят. Я и так выделяюсь, наверное, потому что у меня кожа светлее. Но вообще, что бы ни говорили, люди здесь очень спокойные, добрые и очень любят петь. Вот это, наверное, главное, что я подметил. Здесь, когда уличные музыканты играют какую-то музыку на улице, петь может просто по улице. Даже если мимо кто-то идет, они слышат песню, они подхватывают и начинают просто идти мимо и петь ее. Здесь это нормально. Первые несколько дней я жил под бар, ну бар у меня снизу был. До 5 утра каждый день они в своем баре пели песни. Спать нереально вообще. Значит, здесь вот такие лежачие полицейские. Просто поедешь по встречке, вот тебе пизда. Он смотрит, стоит. Что я снимаю, думаю, дебил, блин. Лучше бы они на Дасте, блин, так же пели. Странно, что здесь кусков нет. С этой башни неплохой видок открывается, но единственное, что стоит она косарь на наши бабки. И по факту, кроме вида, там, который пару минут можно посмотреть, ничего нету. На каждом потом этаже есть небольшая экспозиция. Там на одном этаже из серии там 30 фоток, на другом там какие-то старые глиняные или какие-то изделия. А так, в принципе, все. Он еще ванап. 2011 год подписан. Ну вот, наверное, 11 год. 11 год это самое старое, что мне получилось найти. Получается. Вот, ванап 2011 года. Снизу 2015, 2019. Странно, что вот, если они сделали в 15, а здесь было чисто до 19, 4 года, что ли. Прикольно. Вон там август залез, в Анапы. Камеру можно, короче, вообще не выключать. Просто надо было одеть ее на голову, походить, погулять пару часов. И все, и был бы видос с миллионом местных улиц. Ой, это не черный с белым, это темно-зеленый. А я думал, только черный с белым у этого парня. Ну, на центральной-то улице вообще, чтобы место найти, надо здесь постараться. Только если выбирать, кого прям покрыть.
2014 года вот висит. И вторая команда Мека. Костя Август. Ванап сохранился. Тоже 14 год, по-моему, подписан. Вот теги пиара и 10 фут везде, вот на высоте. Я так понимаю, что парни вообще с лестницы ходили, тегали, либо подсаживали друг друга постоянно. Но они здесь на этой улице особенно отличились вообще жестко. Вот, оказывается, бал здесь тоже есть иногда. Мужик сидит, серую будку в черный цвет забафит. Думает, что черными маркерами тегать не будут и все пройдет. Ничего, братан, у нас и хромовые есть. Не проблема. Лео Лунатик. Тоже много кусков очень. Но здесь парни на куски не так много краски тратят. Нет такого, чтобы как у нас делали огромные куски. Все рисуют либо жалюзи небольшие, либо просто небольшие куски. Поэтому экономно. Не, ну тут большой хороший кусок. Это Езер. Это местный стрит-арт. Там живет человек. Ну, у него даже кресло есть. Вот здесь живут просто такие на улице. О, опять вниз идти, потом наверх. Вон там и соседняя улица, видно, что вся в кусках. Короче, все снять точно не смогу. Места не хватит.
Тогда шел в горку, уперся в тупик. Ладно, хоть обратно под горку надо идти. На самом деле, ночью, когда они спят, вот днем, под своими одеялами, выглядит это люто. Вообще непонятно, они всегда с головой накрыты, одни ноги торчат из-под типа каких-то одеял там грязных. Такое ощущение, как будто труп закрыли, и он спит. Здесь так относятся к кошкам, все их кормят, строят им домики, дают еду, но при этом бомжи вообще лежат на каждом углу, спят. Женщины с детьми, которые роются просто в мусорных пакетах и кормят оттуда же своих детей, и как бы это вообще странно. Почему здесь так заботятся о кошках, но никак не помогают вот этим бомжам всем. Вот там еще и сверху все разъебано. Меня вот этот вопрос озадачивает. Ну понятно, что кошки это, наверное, выгодно, потому что они их прикармливают и разводят, чтобы они ели крыс. Они все здесь выбрасывают мусор постоянно на улицу, не парясь. И кошки, я так понимаю, этих крыс отлавливают, иначе бы крыс было бы просто миллион. Наверное, поэтому они их любят. Когда же на корабле плаваешь, в воде про всякие пакеты, маски, мусор, они сидят, едят на корабле и прям за борт тут же выкидывают мусор. Для них это нормально, для местных. Не раз видел, как просто под ноги что-нибудь идут, кидают. Ну такое, конечно. Пушка. Что ты сделаешь ради граффити? Что-то на скучном. БНЕ в неизменных цветах. Мастерские.
Süleyman amca bir tepeden aşağıya indi. Arabası bozuktu. Araba çok iyi. О, жалюзи чистые с одним хлопчиком. Bugün korktum. Надо навестить их. Maske takma zorunlu vardır. Lütfen maskeleri takalım. Пару дней назад проходил, труапа не было. Этот чел сверху перебил нижний кусок, а он по нему сразу труап сделал. Граффити война в Стамбуле. Похвала в разные стороны летит. Ну вот вечером вот так все закрыто. К сожалению, времени снимать сейчас нету. Но вечером это все вот так выглядит. Все жалюзи полностью уебаны. Просто все. Какие бы ни опускали, на них есть куски. Как тебе нравится? Меня напугало, я испугалась. Например. Вот так вот. Есть даже очень старые куски, есть очень долгие куски, что видно, что долго рисовали, стояли не парясь. Поэтому обстановка располагает.
Красите? Слушай, тоже можно. У тебя хороший, вкусный. No, no, thank you. Да, центр здесь, конечно, нормально. Уебан. Мало такие жалюзи бафят. А так он 2015 года висит. 2013 год он висит. Там тоже какой-то хоф. Просто разъеб. По-моему, весь мир графичиков побывал в Стамбуле, кроме меня. Надо будет наверстать упущенное сегодня ночью. Судя по некоторым кускам, здесь можно особо не торопиться. График война. Опять он ультраезер с пиаром воюет. О, Бурсик. Бурсик в Стамбуле даже отметился. Вот кого я сегодня перебью, да, Бурсик? Здесь, конечно, вообще разъебаны просто вдоль и поперек. Что-то вот постройки, вот эти дом на доме, и все в кусках. Смотрится, конечно, мощно. Но людям, я смотрю, плевать здесь на это.
Ya 35 lira büyüğü yazıyorsun Polat'ta. Polat'ta bak. Местные парни скинули мне еще один магазин, в котором можно купить кобру, но которого нет в гугле, почему-то он мне не показал. Поэтому я вот искал, нашел. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Ну, это оказался обычный канцелярский шоп типа нашего Леонардо, в котором продается кобра. Сколько она стоит? Стоит она... Arkasına mı 25-35 bu fiyatı 17,5. Если бы я понимал. Başka var mı? Сейчас разберемся, ладно. Банки стоят 40. На наши деньги получается 400 рублей за банку. Ну такое. На кусок взять, конечно, можно. Год подписан. Ben yokum. Интересное местечко. Фоточка, наверное, огонь. Yok öyle geliyor. Москва. Сар.
Короче, первое впечатление о Стамбуле, что это город жалюзь. Город жалюзей, так сказать. Потому что здесь везде много жалюзей, по крайней мере, пока в какие улицы не попадались. На них на всех почти есть куски. Во многих местах, причем очень старые, которые не бахнут, 16-15 года я уже видел. Я уже снял кусков, наверное, 50, хотя приехал час назад. Ну, чуть добавить, можно даже кусок не делать. Горничные сюда вот выставляют товары возле магазинов и кафе. И они везде так стоят, просто ящики кока-колы, такие хлеба, воды, я не знаю, что никто не ворует здесь, никто не умеет, здесь законы жесткие. Это прикольный кусок. Такое, походу, формуха. Старый кусок. Немцы. Тоже 2017 года. То ли фестиваль какой-то был, то ли просто здесь такие вот формухи. Ну, не очень, вот это поинтереснее будет. Трапчик БНЕ был прикольный. Я не понимал, вот люди, когда фон закатывают, вот зачем было перекрывать чужой труап, если все равно как бы в этом смысла не имеет. Можно было на плитку ниже сделать, то же самое. Справа не закрасил, слева кого-то перебил. Логика вступала просто. Местный рэп. Ну чё, как тебе местная граффити-сцена? Блин, прикольно. У меня есть стикеры в коллекции вот этого чувака. Теперь еще тут оттягиваю его, они такие же, как на стикерах.
угарно, что в Стамбуле вот, для кошек очень много разных домов, их все кормят. Кошек вообще очень много и собак. Везде для них домики, в каждом магазине есть миска, домик кошачий, чтобы они могли спать. Ну и много бомжей, которые на улице просто спят или роются в мусоре. Их просто, наверное, еще больше, чем кошек. Но почему-то за кошками следят, а за бомжами нет. Это, конечно, интересный вопрос. Савера кусок. Яры 10 фут нормально здесь все разнесли. Много кого встретил. 3 kilo liraya, armut 3 kilo 10 milyon liraya. В Стамбуле два граффити-шопа. В одном продают больше 94-ку, чуть дороже, а в другом, как мне посоветовали, продают луп. И он чуть дешевле. Но один магаз находится у возле метро, у центра. А другой на окраине, и надо еще идти минут 30 от метро пешком. Так как заселение у меня в 2, прилетел я в 4 утра. Я сидел на скамейке, ждал, короче, пока пройдет какое-то время. Стало скучно, я решил сразу съездить за краской, чтобы купить ее и не париться, потом уже сегодня ночью уже начать рисовать. Поэтому подумал, поеду в дальний магазин, чтобы купить лупа. Все-таки для бомбинга он больше немного подходит, чем 94-ка. Короче, на уставший вместе с девчонкой со своей мы плелись сюда пешком, блядь, почти 3 часа. За каждую пересадку в метро нужно платить отдельно деньги. Мы сделали 4 пересадки, чтобы сюда доехать. Это получается где-то 200 получается, рублей на метро, доехать стоит до сюда. Плюс мы плелись сюда пешком, дошли, я еще не знаю абсолютно языка, мы еле нашли дорогу. Ни у кого ничего не спросишь. Даже когда что-то покупаешь, надо все языком жестов показывать. Короче, к чему я это все? Я пришел в этот магаз, а этот гребаный магаз закрыт. На сайте написано, что он работает сегодня до 5. На номер, который там есть, даже не знаю языка, я пытался звонить, меня просто сбрасывают. Так что я вот сижу у этого магаза в надежде, что, может быть, они закрылись просто на обед, но никто не открывает его. Может, надо постучать? Не работает. В общем, имейте в виду, что здесь 2 магаза. Работают они чуть ли не 5 дней в неделю до 5 вечера. И если соберетесь ехать в дальний, где продается лук, то находится он ни хера не близко. И будьте готовы, что вы можете приехать. А граффити-шоп Стамбул, здравствуйте. Остаетесь без краски, блядь. Сервис. Год 2014. Пикассо он стрит.
2014 года. Кусочек. Фрост. Фроста много, кстати, кусков здесь. ТРГ. Добрый вечер. Короче, по центру тут можно ходить просто целыми днями. Тут все изрисовано нахер вообще. Кусков миллион. Вот здесь, смотри, можно сделать. Нам туда идти. Почему? Ну сейчас надо подожди. Все жалюзи в центре просто разъебаны капитально. Особенно эти чистые или только если по каким-то испорченным прям делать. А так вот выходишь на дорогу, просто на улицу и вот просто граффити-рай какой-то. Ладно, завтра днем поснимаю, когда светло. Вот БНЕ здесь нормально разнес. Очень много стикеров, очень много труапов. Ну, как я заметил, он использует только два цвета, черный и белый. Насколько я знаю, это мужик из Америки, довольно-таки взрослый уже. И, как видно, он либо очень активный, либо сюда не первый раз ездит.
Честно говоря, конечно, больше похоже на гетто, чем на жилые районы, кварталы. Найти жалюзи, на которых можно нарисовать, большая проблема. Мест практически нет. Ночью ходил вечером рисовать с местным парнем. Прошли, наверное, 2 круга, прежде чем нашли какие-то старые там уже выцветшие труапы, которые можно было перебить. А так все занято, никто никого не кроет, ничего не бафят практически. Только вот когда солнцем там убивают куски. А так местным людям вообще плевать на то, что ты рисуешь. Они нормально к этому относятся. Рисовал и в 9 вечера. Первые дни и ночью рисовал, потому что боялся, не понимал, как местные отнесутся. Но потом пацаны сказали мне, что здесь это нормально. В общем, местные нормально относятся абсолютно к граффити. Главная проблема — это копы. Копы, если увидят, они по-любому задержат, а там уже как пойдет дело. Я делал стрит, нас задержали. Приехала машина с копами. Они что-то долго разговаривали с местными пацанами, с которыми я рисовал. Они что-то все спорили. Потом они вызвали еще 2 копов в штатском. Приехали копы в штатском, тоже что-то долго с нами разговаривали, меня все пытались что-то спросить, но там паспорт и мой отель. Я все время говорил, что я ничего не понимаю, и просто улыбался. По итогу они вызвали еще 2 копов, и потом уже 6 копов стояло и выносило нам мозг. Они долго спорили между собой. По итогу нам сказали садиться в машину. Я спросил у местных парней, проблема ли это. Они сказали, да, у нас будут проблемы. Нас повезут в полицейский участок. Но по дороге, пока нас туда везли, один из местных парней договорился, что нарисует турецкий флаг
на каком-то магазине. И нас просто остановили и отпустили, и все. Машина остановилась. Коп сказал мне фри русский, показал на дверь, и все, я просто ушел. А так говорят, что от копов убегать нельзя. Это может усугубить очень сильно проблемы. Поэтому если копы вас останавливают, и вы не уверены, что точно убежите, то лучше даже не пытайтесь. Здесь все решается как бы так. Но я думаю, что ничего и не будет все равно. Very good Turkish local foods. No, thank you. Fish. Only graffiti. Can I have a drink, my friend? Restaurant drink. What do you do? Ice cream. Айскрим. Короче, вот так. Так что можете не париться вечером. Вот найдете жалюзи, какие интересуете. Если будут против, вы поймете. Но за вчерашний вечер, сколько мы им подходили, только на одних жалюзях, оказалось, что за ними спит какой-то мужик, и ему сильно воняло краской, поэтому он был против. А так, всем плевать. Рисовал вечером, и никто слова не сказал. Buyurun ızgara balık. Balık durum balık ekmek. Вот этого парня здесь очень много. Даже здесь можно встретить русские теги. Здесь все им разъебано вообще. Мне сказали, что тут есть еще один магазин, в котором продается Black по 340 рублей. И я вот пытаюсь его найти, но не могу. Такая вот площадочка баскетбольная. Даже пол закатали. Прикольно вообще, как в этих фильмах. Я тут на метро ехал, как бы по улице едет метро, а вот по такая же площадка, сетки пацаны играют. Круто, как в гетто в каком-то. Немцы. Вчера здесь проходил, был кусок добра от бурсика. Но теперь уже перебили. Люди разговаривают про граффити. Шумок. Такие вот интересные здесь стеночки. Ну,
10-й раз повторюсь, что разъебано здесь просто все. Ну, вообще стараются друг друга не крыть, насколько я заметил. Вот то, что Бурсика перебили, это я первый раз увидел. Либо какой-то чел залетный, либо просто Бурсик по кому-то там нарисовал. Поэтому такие действия в ответ. А так висят с 2015-2014 года даже труапы, полувыцветшие жалюзи, их никто не трогает. Это, конечно, круто. Тут скорее время убьет куски, чем графичик, как бы графичику испортит стенку. Это достойно уважения. За редким исключением, вот здесь есть чистые стены, это похоже какие-то отели или памятники, которые, ну, следят за своим внешним видом. А так, теги есть везде точно. Даже на таких стенках есть теги. Везде камеры. Но на камеры, я так понимаю, всем абсолютно насрать. Сам рисовал несколько ночей под камерами и последствий никаких. Ну, понятное дело, что-то испортишь, наверное, найдут потом. Ну, а так просто, если порисовать, то никаких проблем. Сюда надо просто экскурсию в граффити устраивать. Граффити Трип Стамбул.